Безупречный мир. Эпоха бессмертных императоров. Одна из самых таинственных и могущественных фаз древней эпохи во вселенной Чиндун. Это время, предшествующее безупречному миру, и именно в нем заложен фундамент всех будущих эпох. Эпох Шихао, Ефаня и Чуфена. Древняя эпоха – это первая эра в хронологии мира Чиндуна. Она существовала задолго до событий эпохи безупречного мира, когда еще не было деления на миры, а Дао только формировала. Напомню, древняя эпоха – фундамент всего. И древняя эпоха была первой эрой или первой эпохой в хронологии Чиндуна. В ней заложены все законы, на которых позже строятся такие миры, как безупречный мир, мир бессмертных, мир долгой жизни и даже священные руины. В отличие от безупречного мира, у нее нет отдельной книги, все сведения рассыпаны по оригинальным главам китайской версии, и многое не вошло в адаптации и анимации. Именно тогда существа могли творить реальности, создавать миры, устанавливать в них собственные законы. Древняя эпоха делится на фазы, и среди них выделяется ключевая – эпоха бессмертных императоров, время появления древнейших, сильнейших существ. Все фазы древней эпохи, 4 фазы. Первозданный хаос. Нет ни света, ни времени, ни пространства, лишь первичные силы, из которых зародятся миры. Формирование Дао. Появляются законы реальности, течение времени, свет и тьма. Ци – причина и следствие. Эпоха бессмертных императоров, вершина могущества древней эпохи. Появляются существа, способные создавать собственные миры, менять законы бытия, владеть до 10 цветками Дао. Их сила была настолько велика, что казалась безграничной. Упадок и переход. Древние цивилизации рушатся, императоры исчезают, мир перезапускается. Начинается эпоха Шихао, безупречный мир. У древних бессмертных императоров было до 10 обычных цветков Дао, это считалось вершиной. Но Шихао уникальный, его один единственный цветок Дао сильнее, чем все 10 у древних, потому что он особенный, несущий высшее Дао. Примечание. У каждого существа должен быть собственный цветок Дао. Собственно, цветок Дао – это символ силы и понимания Дао. У древних бессмертных императоров их могло быть до 10, но это были обычные цветки Дао, рост силы, но не высшей природы. Шихао же обладает одним уникальным цветком, который превосходит все 10 обычных, благодаря связи с высшим Дао. Он уникален по происхождению и силе. Ци бессмертных – это пульсирующая энергия, питающая их тело и сознание. Второй слой Ци – скрытая, более глубокая, резонирующая с Дао. У смертных она редко пробуждена, у древних это давало возможность творить миры. Первый бессмертный император – император Тру. О нем мало информации, однако в оригинале, китайской версии, он упоминается лишь эпизодически, но фанаты широко обсуждают его роль как первого бессмертного императора, человека, достигшего бессмертия, но превратившись в окаменевшее, разлагающееся тело, привязанное цепами у границ миров. В отличие от новеллы, в анимациях и переводах его роль часто сводится к сюжету темной угрозы, что искажает глубину его влияния. Он символизирует разрушительные последствия древних достижений, упадок эпохи бессмертных императоров. Почему и когда они исчезли? Согласно оригинальной хронологии, после эпохи бессмертных императоров произошел глобальный коллапс, древние цивилизации исчезли, многие из бессмертных императоров пали или утратили свою мощь, и мир перезапустился. Это привело к формированию безупречного мира и началу эпохи Шихао. Упадок объясняют как неизбежную перезагрузку Ци и разрушение установленных законов Дао. В безупречном мире Шихао в конце будет разбираться, что случилось на самом деле. Об этом, возможно, расскажем в другом видео. Итак, эпоха бессмертных императоров – это высшая точка развития древней эпохи, она предшествует безупречному миру и дает начало всей будущей истории, включая Шихао, Ефаня и Чуфена. Напишите в комментариях, какой вопрос рассмотреть по безупречному миру. Кто такой род Ши в древней эпохе? Почему Ива злой, Шихао преступник? Что случилось с бессмертными императорами? Если среди этих тем нет вашего вопроса, напишите в комментариях. Ваш выбор определит тему следующего ролика. Благодарность за материал Азизбеку. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!